Мужчина возвращался домой после очень тяжелого рабочего дня. Его мозг был перегружен задачами и стрессами, как ненадежная конструкция, готовая рухнуть в любой момент. Он чувствовал, как усталость заполоняет каждую клеточку его тела, а тревоги, не давшие ему покоя на протяжении всего дня, давят, как тяжелый груз на плечах. В его голове все еще звучали эхо бесконечных встреч, жаркие споры с коллегами и предвкушение отчета, который предстояло защитить на завтрашнем совещании. Он совершенно не ожидал, что впереди его ждет нечто, способное изменить его взгляды на жизнь и наполнить ее новым смыслом. Перед его мыслями пронеслись образы уюта, который ждал его дома, уютного кресла, где он мог бы расслабиться, старой книги, полной приключений, и теплого пледа, который обнимал его, как добрый друг. Он мечтал о том, как сможет выпить чашку горячего чая с лимоном, сидя у окна и наблюдая за тихим вечерним небом. Тем не менее, судьба, как это часто бывает, решила внести свои коррективы в этот распорядок, прервав привычное течение его жизни. Когда он проходил мимо одного из многоэтажных домов на своем пути, внезапно его внимание привлекло нечто неординарное. Это была маленькая бездомная кошка, которая сидела на холодном бетоне, словно потерянная, напрочь покинутым миром. Ее грязная и запутанная шерсть совсем не выглядела привлекательно, а ее угрюмый взгляд был полон страха, одиночества и нужды. Беспомощное положение этого разорванного существа сразу же вселяло в мужчину печаль и сострадание, пробуждая в нем внутренние эмоции, которые он так долго прятал под тяжестью городского потока. Но когда мужчина пригляделся поближе, его первое и очень сильное чувство сострадания неожиданно сменилось ужасом и отвращением. Живот у бедной кошки был необычайно опухшим, как будто он скрывал внутри себя множество тайн и несчастий. Казалось, что что-то движется внутри, и это было настолько ужасно, что страх пронзил мужчину до самой глубины души, вызывая у него мурашки. Он понял, что кошку атаковали личинки, которые, как агрессивные паразиты, осваивались в ее теле. Они размножились до такой степени, что оставляли глубокие впадины и кровавые следы на изможденном теле, словно истребляя ее жизнь по капле, и каждое новое наблюдение порождало в нем все более острое беспокойство за участь существа. К этому моменту его сердце уже билось в унисон с милой кошкой. Он отчетливо чувствовал ее боль. Никакие привычки и распорядки не могли затмить страданий этого беззащитного создания. Не раздумывая долго, он принял решение не оставлять кошку на произвол судьбы, не позволяя своему страху подавить свою человечность. Сердце его наполнилось решимостью помочь, вне зависимости от того, как это повлияет на его собственное жизненное расписание и уют. Он осторожно и бережно поднял животное в руки, словно несет не просто беззащитное существо, а целую жизнь, полную чувств и надежд, которые давно уже были потеряны. Мужчина в спешке направился к ближайшей ветеринарной клинике, готовя себя к возможным последствиям этой встречи. Путь к клинике казался долгим и напряженным, каждый шаг вызывал новое волнение и тревогу. Его ум погружался в водоворот мыслей о том, сможет ли ветеринар помочь этому животному, каковы могут быть последствия, и будет ли у него достаточно сил, чтобы продолжить заботиться о новом друге, если все обернется плохо. Эти мысли не оставляли его, но чем ближе он подходил к зданию клиники, тем больше освобождалась его решимость. Когда он, наконец, пришел в клинику, ветеринар, услышав рассказ о пациенте, действовал незамедлительно. Он понимал, что каждая минута может стоить жизни этой бедной кошки, и начал борьбу с личинками, которые, как безжалостные хищники, терзали тело этого убитого горем существа. Врачу потребовались несколько часов упорного труда, сконцентрированного внимания и медицинских знаний, чтобы достать все личинки и, в конечном итоге,
спасти жизнь кошки. Каждый его маневр и каждое движение были пропитаны не только навыками, но и состраданием, которое он испытывал к этому маленькому существу. На следующий день, полный тревожных ожиданий и волнений, мужчина пришел в клинику, чтобы узнать о состоянии кошки. Он уже начал привыкать к мысли, что это животное становится его ответственностью. Он был полон надежды, но также и неопределенности. Сердце его сжалось от радости, когда врач с улыбкой на лице сообщил, что операция прошла успешно и кошка будет жить. Мужчина с неописуемой благодарностью спросил у ветеринара, можно ли дать ей имя, и решил назвать ее Мила. Это имя звучало для него приятно и гармонично, как будто она всегда была частью его жизни. Вернувшись домой с Милей, он создал для нее уютное, комфортное место. Он тщательно подготовил для нее уголок, постелив мягкие одеяла и подобрав игрушки, которые могли бы развлечь ее в трудные времена. Понаблюдав за ней, он заметил, с какой нежностью она реагирует на заботу, на прикосновение, как будто начала обретать доверие к своему спасителю и другу. С каждым днем Мила приходила в себя, а ее живот становился все заметнее. Ей было хорошо и спокойно рядом с ним. Она была беременной и вскоре должна была родить, но пока эти факты были лишь радостным, неопределенным ожиданием. Наступил долгожданный день, когда Мила принесла на свет 4 здоровых и жизнерадостных котят. Мужчина был в полном восторге и тронут этой неожиданной чудесной жизнью, которая произошла прямо у него дома. Он с любовью наблюдал за тем, как она заботливо ухаживает за своими малышами, вылизывая их и обнимая. Это было прекрасно, и он почувствовал, что эта случайная встреча, как пестрая нить, стала судьбоносным моментом в их с Милой общей жизни. Изменения, произошедшие в его доме, были заметны не только для него, но и для его друзей и соседей, которые с удивлением смотрели на эту новую, наполненную жизнью реальность. Теперь в доме мужчины жили Мила и ее 4 котенка, которые ежедневно радовали его своим игривым поведением и неизменным присутствием. Он специально оборудовал для них мягкие кроватки, полные молока и тепла, и каждый вечер возвращался домой с нетерпением, чтобы провести время с ними. Эти маленькие создания принесли спокойствие и радость в его жизнь, и он заметил, что даже его переживания и стресс на работе теперь кажутся менее значительными. Мила, благодарная за спасение, стала ласковой и преданной, словно понимая, что ее жизнь перевернулась благодаря этому великодушному мужчине. Эта трогательная история стала примером не только для него, но и для всех, кто узнал о ней. Она научила их, что даже в самые темные времена, когда все кажется безысходным, мы можем найти в себе силы помочь и обрести новое значение в чужой жизни. История кино о привязанности и гуманности, первая встреча с беззащитным существом и продолжение этой связи предостерегли о важности искренней заботы о других. Перемены начались с одной маленькой кошки и одного доброго сердца, и теперь новая жизнь наполнила его дом не только счастьем, но и новыми обязанностями и радостью. Вот такая удивительная история, которая затрагивает самые тонкие струны души. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, где вы найдете еще много интересного и вдохновляющего. Пусть эта история вдохновит вас на добрые поступки и поможет обратить внимание на тех, кто нуждается в помощи. Иногда достаточно одного милосердного жеста и немного сострадания, чтобы изменить жизнь не только одного существа, но и свою собственную.